Приветствую вас на канале Раиса Горяченко, дача, сад, огород, цветы. Сегодня у нас агрогороскоп с 15 по 17 июля 2021 года. Это время растущей луны в знаке Весы. Время московское. Легко определить свое местное время с помощью интернета. Итак, начинаем наш агрогороскоп. И этот агрогороскоп, независимо от того, где вы находитесь, где мы находимся, а мы, кстати, базируемся в городе Измаил, Одесская область, это юг Украины. И это время и эти дела подходят для множества огородников, дачников и не только. Ну что ж, рассмотрим время весов при растущей луне с 15 по 17 июля. Начинается этот период 15 июля с 17 часов 32 минут. И до конца суток будет луна в знаке Весы. Естественно, будет находиться 16 все 24 часа в знаке Весы. И 17 только до 21 часа 39 минут. Очень хочу вас попросить обратить внимание на 17. Постарайтесь не планировать вот этих важных дел с посевами, с посадкой рассады и так далее. Вот смотрите, что у нас происходит. У нас 17 июля очень серьезный день. Это маленькое новолуние, полнолуние, переход Луны из первой во вторую фазу. И он произойдет в 13 часов 11 минут. А это значит, что плюс-минус 12 часов, то есть почти сутки у нас выпадают в делах, связанных с посевами. Но не только это произойдет, еще будет луна без курса с 14 часов 5 минут до 21 часа 38 минут, до момента перехода луны в следующий знак, в знак Скорпион. Поэтому часть работ мы сейчас об этом будем говорить, что мы можем делать и что должны сделать, до какого периода. Но предварительно давайте разберемся с днем 15 июля. И практически эти работы будут эффективны и успешны 16 июля все 24 часа. Итак, вечером очень хорошее время, уйдет жара. Хотя она очень жаркая, это знойная жара сейчас. Но уже вечером можно посеять зерновые сидираты. В летний период они нормально себя чувствуют. Но там, где сильно жарко, снова же выбирайте или же просто-напросто что-то посеять другое. Например, чуть-чуть позже, через несколько дней, зеленые какие-то культуры. Но очень жарко, поэтому крестоцветные не сейте, пожалуйста, потому что разведете только вредителей. Итак, для тех, у кого хорошие погодные условия, сеются зерновые сидираты. Кстати, очень ранняя сахарная кукуруза, ранние сорта, тоже повторно уже несколько раз мы сеяли, прекрасно получается. И можно, самое важное, весы это покровитель цветов, и можно сеять семена цветов, многолетники, двулетники на рассаду. Это ответ тем, кто собирается сеять. Были такие вопросы. Пожалуйста, обратите внимание, вот это вы можете сделать вечером 15 или 16 все 24 часа. 17 мы это не делаем, не сеем. Это, напоминаю, не посевное время. Рассада. Только рассада цветов во влажную землю, так как в это время поливать нельзя. Вот это обязательно себе где-то заметьте. Это можно делать вечером 15 и 16. 17 мы это не делаем. Зеленые операции. Естественно, во время стихии воздуха можно обрезать успешные на цветочных и овощных растениях. Но так как уже растущая луна и уже первая фаза луны практически завершается и переходит во вторую, то в саду не рекомендуется проводить зеленые операции. Только если вдруг что-то там погода натворила, что-то поломало, санитарную обрезку, это можно провести, но не более. Итак, зеленые операции на цветочных и овощных растениях вечером 15 и все сутки можно проводить эти операции 16.
Ну, 17-го только вот в экстренных случаях, если что-то произошло. Это у нас маленькое полнолуние. Не будем беспокоить растения, садовые именно, поливы и подкормки. Вот на это хочу обратить особое внимание. Знак стихии воздуха – весы. В это время растения заняты дыханием, поэтому поливы не рекомендуются. Или поливаете по правилам где-то вот вокруг растения, на расстоянии не менее 25 сантиметров, поливочные ямы, но под растение не заливайте воду, гниют корни, растение постепенно погибает. Естественно, вот эти агромероприятия, связанные с поливом, и, кстати, и подкормка здесь нельзя проводить. Почему? Потому что если вы не поливаете, подкормка, высокие температуры, она просто-напросто сжигает листья. Я вот снова провела испытание. Да, действительно, снова же при таких температурах растения постепенно тоже погибают, высыхают листья. Будьте внимательны. Сейчас свыше плюс 30 градусов, поэтому подкормки перенесите на другое время, когда будут поливы, когда растение получит вот эту живительную влагу. Сейчас заняты растения дыханием. Итак, нельзя поливать вот вечером уже после 17 часов 15-го, нельзя 24 часа 16-го. Ну а здесь вот поливы и подкормки только вот уже 17-го поздно вечером, после 21 часа 39 минут. После 22 часов хорошо проводить и поливы, и подкормочки. До этого времени днем не делайте этого, и даже в вечернее время подождите вот после 22 часов, тогда будет все нормально. Следующее важное дело, вот то, что можно делать. Естественно, в саду. Что в саду? Ну, не обрезаем, санитарную обрезку не делаем, только в экстренных случаях. И такие прищипки различные не делаем. Это время перехода Луны из первой во вторую фазу. Это растущая Луна. Будьте внимательны. И здесь очень хорошо будет проводить только обработки против вредителей и болезней. Ну, естественно, можно использовать различные препараты, но помните, плюс 30 и выше – это бесполезное использование химических различных препаратов. Они просто-напросто в короткий период распадаются, не успевают дать тот результат, на который вы рассчитываете. Вот это учтите обязательно для себя и для того, чтобы в ваших садовых растениях не было стресса и проблем. Зато можно собирать урожай. Это очень хорошее время в весах собирать. Кстати, созрел лук, чеснок. Если ягоды какие-то созрели, огурцы, помидоры, собирайте. Это очень хорошее время. И это будет хорошее время у нас вечером после 18 часов с 15 июля. Все сутки 16-го. Кстати, можно собирать и урожай будет, но желательно до 12 часов дня 17 июля. Ну, после того, когда собираем мы, что-то устанавливаем, допустим, лук, чеснок, на то, чтобы они высыхали, там, готовим их, дозариваем. Зато можно то, что созрело, перерабатывать, консервировать, сушить, замораживать. Приветствуется, очень хорошо получается. Итак, 15-го это можно делать после 18 часов. Будет прекрасно все получаться. И это делаем, заготовочки все различные делаем 16-го. И 17-го делаем заготовки до 12 часов дня. Затем начинают работать энергии стихии воды. Учтите себе вот эту подсказку. Следующий очень важный момент – это сбор семян, особенно цветочных. Уже много растений, готовы на них семена, созрели в знаке. Кстати, и другие овощные, если какие-то растения, вот в этом знаке очень хорошо собирать семена. Собирайте их, и это можно делать вечером после 18 часов 15 июля, 16. А вот здесь я вам не советую в этот период 17 июля собирать семена. Все-таки это время перехода, стресса, и неизвестно, какую программу получат наши семена, тем более там и Луна без курса. В общем, наслоилось очень много таких энергий, которые не дают нам в будущем шансов на успех. Комнатные цветы,
Я помню, что вы ожидаете и заказчики комнатных растений. Напоминаю, поливать нельзя комнатные цветы. Придумывайте какие-то способы, каким-то образом где-то поливайте чуть-чуть внизу в тарелочку, но ни в коем случае корни не должны быть залиты, иначе они тоже будут погибать. Возможно, кстати, пересадка, и можно делить растения в это время, но запомните, должна быть заранее увлажненная земля. Не поливайте. Ну и можно в это время обрезать побеги зеленой операции. Если вы решили что-то укоротить, то, пожалуйста, это делайте. Но черенки не укоренятся хорошо в это время. Так что подумайте, когда что можно делать. У вас есть время, есть дева до этого периода. Если вы что-то решили укоренить, тогда укореняйте череночки в деве, чуть-чуть раньше. Но можно вот в комнатные цветы каким-то образом сделать стресс для них, постричь. Вот это можно делать. С комнатными цветами разобрались. Теперь очень важная задача — обработка против вредителей и болезней наших цветочных, овощных растений. Я заметила, сейчас очень много выходит уже молодежи, молодняк, белокрылки, паутиный клещ, это все летает, очень много вредителей. И выходит уже и клоп-черепашка, и, естественно, нужно обрабатывать. Но ядовитые вещества очень быстро распадаются, горячие у нас просто и горячие ночи, температура свыше плюс 30, нельзя использовать ядовитые вещества. Если температура где-то есть ниже плюс 30 днем, тогда можете использовать любые препараты. Но если же температура свыше плюс 30 днем, биопрепараты, настои трав, настои чеснока, вот это вам поможет. Вот это самые лучшие способы. Ну что ж, мы рассмотрели с вами агрогороскоп с 15 по 17 июля 2021 года, когда Луна будет находиться в знаке Весы, знак стихии воздуха, когда растения заняты дыханием. Раиса Горяченко, Александр Волик составили этот календарь, агрогороскоп, в первую очередь для себя. Мы пользуемся этими подсказками, планами постоянно, и у нас все хорошо получается. Надеемся, что у вас тоже все хорошо, и вы делитесь, пожалуйста, своими родными, близкими, друзьями, чтобы у них тоже все растения были здоровы, и они получили в этом году очень хороший урожай. Прощаемся с вами, до новых встреч на нашем канале.